Ладно. Друзья, я принес фильм «Пятый элемент». Офигеть. Да? Любите его? Ну, Очень. признайтесь. Ну, давайте. Я все обожаю. признайтесь. Мой один из Признайтесь. любимых фильмов. Офигенный. Детство. Офигенный, лучший фильм, который, причем, мне кажется, ну, всегда смотришь его с удовольствием. Просто там прошли годы, и да пофиг, по барабану, все равно его классно, приятно посмотреть. Потому что это комедия, боевик, фантастика, завернутая в какой-то нереальный визуальный ряд. Комикс. Ну, очень шикарный, комиксный. Да, и от этого ты просто проникаешь позитивом, какой-то радостью, да, опять же, все это жизнеутверждающе. Добро побеждает зло, причем в таком, ну, как бы супер формате, когда просто добро, Просто зло. Кинотроечка, кинотроечка, опа-опа, кинотроечка. Окей, что ж, все знают этот фильм, но, тем не менее. Каждые 5000 лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые 5000 лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому. 23 век. Нью-Йоркский таксист Корбен Даллас, Брюс Уиллис, крепкий орешек, должен решить глобальную задачу – спасение всего рода человеческого. Ну, это уже 23 век, правильно? Там уже род уже такой. Да. Итак. И все описание. Да, Никакого да. спойлера здесь нет. Нафига, потому что все любят, все знают. Зачем там что-то Как рассказывать? на этих кассетах всегда упорото вот пишут вот эти фильмы, да, там Брюс Уиллис, крепкий Да, орешек. обязательно. Там, и это всегда. Но это продавать должно. Даже здесь, смотри, здесь только Брюс Уиллис. Крепкий орешек спасает вселенную. Да, но Пам. на английских версиях там все. Ну, как бы там Гэри Олдман тоже есть, как бы Мила Йовович. Ну, это здесь такая версия. Короче, что, начинаем с того, как вообще пришла идея. Ведь идея-то пришла, конечно же, самому Люку Бессону. Все говорят о том, что это пришло к нему где-то там в подростковом возрасте, 16. Он грустил, родители развелись. Он где-то был в каком-то небольшом городке с мамой, где не было никаких развлечений, ничего глобального вокруг не было. И он стал придумывать для себя вот такие истории. Да? Вот историю, точнее, в которой есть какой-то герой, который попадает на вот этот вот космический рай, да, и там он встречается с вот этой девушкой, которой бесконечное количество лет, но она молодо выглядит, и, в общем-то... С идеальной девушкой. Да, с идеальной девушкой. Да, опять же, разные источники говорят по-разному, что он уже тогда там придумал, что это водитель такси, да, кто-то говорит, что нифига, вообще было по-другому, что это не был водитель такси. Так водитель такси же был в этих комиксах. В комиксах «Тяжелый металл». Да, и причем-то и в мультике «Тяжелый металл», который вообще вышел чуть позже, и якобы оттуда. Да, держим в голове следующее, что Так. в каком-то возрасте, 16 лет, Люк Бессон начал писать вот какую-то историю про вот эту встречу, но еще не знал как бы персоналей, какие они. И потом уже, вдохновляясь в том числе комиксами, да, он как будто бы эту историю допиливал для себя. И, в принципе, он эту историю очень много перерабатывал, потому что, когда он ее там писал, он написал дофига про это. Он написал там чуть ли не книгу а-ля там какой-нибудь там двухтомник, да, в котором у него там думал об этом сценарии, написал там чуть ли не 400 листов, хотя как бы стандарты Голливуда никогда вообще такое не будут даже рассматривать. То есть это вне каких-то стандартов. И, в общем-то, через годы, через расстояние, на любой дороге он сокращал сценарий. Сокращал сценарий, в чем ему очень сильно помог потом профессиональный сценарист, который... Из Голливуда. Из Голливуда, который добавил этой истории все-таки реально, ну, как бы того, что это можно было положить. Вот, естественно, здесь как бы сквозь, ну, эта история мы понимаем, что длится там с 16 лет Бессона и дальше. Он пытается ее все время продвинуть, где-то снять. Это его какая-то такая фантастическая мечта. Вот, и, естественно, он пытается куда-то это... ну, как бы показать где-то, но, опять же, никто на него сначала сильно не смотрит, потом он как бы делает свои шаги как режиссер, да, что там, не помню, «Голубая бездна». Да, «Подземка». Там, да, «Подземка», то есть он уже заявляет о себе как о таком интересном, авторском, пока еще, да, «Голубая бездна», кстати, классный фильм. Режиссере.
Вот. Потом он снимает, что там, «Никита». Там был такой момент, что «Никита» просто стала супер популярным Да, фильмом, в мире, очень да. много денег Да. заработала. Голливуд в том числе выкупил права Да. полностью на эту «Никиту». И вот как бы «Никита», она открыла Для ему, для да, Бессона вход в Голливуд. двери туда. И дальше вообще для меня был удивительный факт, что, ну, понятно, что он снимает «Леона» до этого, но я офигел с того, что он за месяц написал сценарий «Леона», и там буквально за 3 месяца снял. И вот это фильм, который он там, ну, сделал супер быстро, и который снова дал коммерческий успех в Америке невероятный. Но Все это, поверили в это не, он не большой на самом деле успех в Америке. В Америке не очень хорошо приняли Леона. Но прикол Леона в том, что Люк Бессон его снял, пока они ждали Брюса Уиллиса для съемок в «Пятом элементе». Так вот, суть в том, что, да, опять же, по разным источникам, они ждали Брюса Уиллиса, тот как бы просто был в подвешенном состоянии. Бюджет все равно, который требовал фильм, был очень большой. И в том числе, как бы, Люк Бессон был вот в каком-то подвешенном состоянии. Он не знал еще до конца, там, запустится в итоге фильм, не запустится, да. И после «Леона», опять же, уже, то есть, сколько шагов там подтверждения того, что Бессон крут, американские студии готовы вложить в него такие деньги, потому что бюджет был большой. На тот момент там сколько было? 90 а-ля миллионов долларов. Это был реально большой бюджет, который французы не могли себе позволить потянуть. Нужен был Голливуд. Да, Голливуд в итоге поверил как бы в Бессона и пошли в итоге в препродакшн, да, этого фильма. И здесь тоже очень крутая история, которая мне, вот, наверное, в этом фильме нравится больше всего. Это то, что он привлекает к созданию этого мира как раз-таки этих художников комиксов, которыми он вдохновлялся. Да, это этот Мёбиус, это там Мезье, по-моему, если я не прав, то тут Витя что-нибудь добавит. В общем-то, это те чуваки, которыми он и вдохновлялся, когда он придумывал финалил эту историю. Он вдохновлялся их там образами городов, летающими машинами, всем. Ну, то есть он практически, ну, как бы у них взял эту историю, и их же пригласил сейчас эту историю создать. Интересная история, как он с ними работал. То есть он их посадил прям в студию художников во главе вот с этими чуваками. И они рисовали просто скетчи, наброски все время мира, в котором это все будет происходить. Они выдавали. А Бессон просто приходил, смотрел как бы и говорил, это класс. Супер, это нравится, это нет, вот это кайф, берем. Чем хорош «Пятый элемент», что вот это будущее, оно очень интересно придумано. Да. То есть там все придумано. То есть вот там даже вплоть до каких-то мелочей это все как бы по-новому посмотрено на это. И это очень прикольно. Прям такой супер придуманный мир. И в этом, ну, от этого кайфуешь. И когда ты начинаешь понимать, как они это создавали, но ты начинаешь ценить это еще больше, потому что, ну, как бы это придумывали художники, которые сидели и думали, так, как будет выглядеть там пачка сигарет, да, в 23 веке. Не знаем, давайте рисовать. И скетча. Да, и они просто набрасывают, придумывают. И вот эта предподготовка к фильму, да, была тоже очень большая, потому что как начать создавать фильм, когда у тебя ни черта нет. Да, есть просто как бы вот история, которая происходит в будущем, которая примерно такое, да, в голове у Бессона. А как его извлечь оттуда, это будущее? И вот они по крупицам вместе с этими культовыми художниками, культовыми чуваками как бы создали вот эту всю штуку. Но при этом в этом созданном мире остались спички. Спички есть? Спички? Нужен огонь. Не то всем конец. Всем конец. Ну, понятно, что они переосмысляли бытовые вещи в том числе. Конечно. Ну, код там, Ну, кстати, тоже обычный. Какие-то штуки они, мне кажется, даже осознанно там сохраняли в этом мире, типа рояль. Вот, потому что, ну, наверное, считали, что эти штуки, они вечные, типа останутся на века. Ну, наверное. Ну, а Мёбиус же, он до этого как раз-таки там 3 года делал раскадровку Дюны, вот по такому же принципу, которая не состоялась. То есть он был супер знаком с процессом создания мира с нуля, вот такого индивидуального. И поэтому зашел уже в «Пятый элемент» таким
мастодонтом. Слушай, а у него, на самом деле, или у него, или у Мезье, я посмотрел еще, что у него реально много как бы фильмов. «Бегущий по лезвию». Кто-то из них тоже как бы работал над концепт-артами вот для этого. И да. Ну, там есть момент, вот Мёбиус, он же такой человек, который не любит мрачных таких оттенков, он, наоборот, создает будущее яркое, красочное. И вот как раз-таки пятый элемент, он именно отражает. Такой. Он именно такой, как будто бы картонный весь. И тот же Бессон говорил о том, что меня это и поразило. Я не хотел делать будущее, как делают все. Да, он сам это говорит, да. Типа антиутопии, такие мрачные, Blade Runner уже был, все это было, все это видели 100 тысяч раз. А я хотел создать что-то оригинальное. Классное, именно позитивное будущее. Да, европейское. В которое хочется, ворваться. Но оно не позитивное, оно яркое. Это важно. Поэтому этот фильм оригинален до сих пор. И действительно, это то, что делает этот фильм именно этим фильмом. Да. Дальше, конечно, понятно, что важны актеры, которых он тоже собирал. Люк Бессон по как бы кусочкам, не кусочкам. Они предлагали роль главного героя еще Мелу Гибсону, по-моему. Но он же играл там в «Смертельном оружии», комедийный боевик, да, давайте переставим там обстоятельства, и он будет опять, в принципе, такой же. Немножко комедийный, немножко боевичный, и все будет смотреться норм. Но тот что-то не заинтересовался сценарием. В общем-то, Брюс Уиллис как бы соглашается войти в этот проект. Гарри Олдман, являясь уже закадычным дружком как бы Бессона, соглашается. Всюду все кричат, что не читая сценарий, потому что он им так был вдохновлен там и Леоном. И вроде как Бессон помогал немножко Олдману в продюсировании его фильма, который режиссировал Олдман. Да. Вот. И он как будто бы, наверное, чувствовал себя как бы немножко должным. Что много они пересматривали девушек на эту роль. В голове Бессона это была какая-то не знаю, его идеальная девушка, которую он искал, пересмотрели кучу. Звонил своей бывшей. Звонил, да. Со школы. Нет, она еще была у него. Еще в это время настоящая еще была. И пришла Йолович, она пришла сначала как модель, такая вся из себя, чау, в каких-то нарядах сразу модельских. Мне кажется, она пародировала Матильду, когда пришла на пробы, Матильду из Леона. Матильда же там тоже, типа, ярко красилась, вот это вот все. Йовович тоже была маленькой, и, наверное, понятно, что у Йовович был такой, типа... четкая цель заполучить эту роль любым путем. И видимо, один из таких не очень удачных был заходов. А в итоге она все-таки это и удалось, когда он увидел ее там без гримов, без всего, когда он увидел в естественном состоянии. Тогда он сказал «да». Ты подходишь. В общем-то, выбрали Йолович. Дальше прикольно, что это тоже был такой очень интернациональный состав, потому что были британцы, французы, американцы, инопланетяне. Это синяя женщина. В общем, вообще все. Эти... чуваки-роботы, вот это все. Египтяне, короче. Египетские инопланетяне. Египетские инопланетяне есть инопланетянские инопланетяне. И все, стали переходить к съемочному процессу, вся фигня, нужно много студий, много всего. Поняли, что во Франции это все не потянут, хотя Бессон реально очень хотел, чтобы этот проект делала команда французская. Не знаю, для развития или просто потому, что французы, они тоже гордые. Нет, потому что ему комфортно работать. Может быть. Он на самом деле, когда снимал «Пятый элемент», не так, чтобы разговаривал хорошо, как носитель на английском. И даже условный там Крис Такер, он постоянно его передразнивал. А Крис Такер, в принципе, вообще даже еще Джеки Чан, когда снимался с Такером, он говорил, что я ни хрена не понимаю. Когда говорит Такер, я ни черта не понимаю. Он просто говорит... Да. И Джеки Чан говорит, я не знаю, что он говорит. Он что-то просто мне говорил. Поэтому, да, Такеру, наверное, было смешно с Бессона. Нашли студии большие в Англии, какие-то легендарные студии, на которых снимали и 007, и что-то там «Миссия невыполнима». В общем-то, здесь начинается самое интересное, потому что это миниатюры.
который мы обожаем. Они делали этот Нью-Йорк, там 80 художников, фигачили этот Нью-Йорк, в котором потом это все тачки летали. Да, тачка Корбана Далласа была реальная, в которую, ну, как бы все садились. В чем было удобство? Что актерам было реально комфортно это играть. Конечно. То есть они все чувствовали. Машина запрокидывается нафиг, и реально все, как бы Лилу просто падает, да, туда. То есть это все было снято естественно, когда они вот, ну, как бы все эти... И поэтому это кино, вот эти сцены все с Нью-Йорком до сих пор смотрятся офигенно. Офигенно смотрятся. Потому что там миниатюры плюс тачки в натуральную величину. Details там все есть. Можно пощупать, прям ощущаешь, как это все работает. И на контрасте вот условно со всякими там марвеловскими сейчас фильмами это очень сильно выглядит. Вот, кстати, Витя, к тебе вопрос. Смотри, когда Мила Йовович прыгает в такси, она же, ну, как бы реально пробивала эту крышу, и вот я не понял, чем они ее так закрывали? Ну, то есть это была какая-то ткань, какая-то фольга? Делается из папье-маше такой. Ну, то есть чтобы это потом торчало, да? Типа еще какое-то такое более жесткое папье-маше. Имитация металла, но из мягких материалов. Да, и прикольно, что за камерой очень часто оказывался сам Бессон. Это вообще его какая-то фишка. Он реально любит прям быть вот рядом с актерами, не просто где-то там вдалеке. Он рядышком с ними, и это ему было комфортно, и актерам это тоже было комфортно. Еще там была такая фишка, он не выключал камеру. Бессон как раз этим пользовался. Он даже, когда подходил, объяснял, условно, Брюс, нужно сделать так и так и так. Ему показывал, Брюс делал, и какие-то эти дубли, прям вот как он только что сделал, могли войти в финальный вариант. Ну, прикольно. Точно так же они реально сделали этот корабль лапшичную, помните, этот с китайцем? Вот этот вот чувачок, да, который там эпизод, сколько он длится? Хрен поймешь вообще, почему они решили, что надо построить этот корабль лапшичную. Но они его реально построили, и это реальный корабль, который они отдельно снимали, но как бы и потом интегрировали его уже в этот Нью-Йорк. Он смотрится классно, и как сеттинг мира, это прикольно. Да, и это то, почему респектуют вот эти культовые художники Бессону, потому что они говорят, что, ну, это один из единственных фильмов, где я вижу свою работу, прям, которая переносится на экран. Вот это был мой кадр, и вот я вижу свой кадр в кино. Раньше такого, ну, практически никогда не было. Особенно, когда ты с Голливудом работаешь, где там все переделано. И вот он им доверял, и если что-то выбирал, какой-то эскиз, он старался прям его перенести. Да, прям его переносил, да. Я тоже это где-то видел, что прям, чувак-художник говорит, что прямо вот так, как я и нарисовал, он вошел. И то же самое с этой лапшичной. Вот они придумали этот дизайн прикольный. И концептуально, как бы, когда ты создаешь такие миры, эти миры начинают жить за счет бытовухи, которая вокруг. Да. Ты начинаешь в это верить за счет бытовых вещей. И вот лапшичная, там, телефон, оружие, задние, вторые планы, тачки, которые ездят, они прорабатывали специально эти вот вещи, кофемашина в самом начале, для того, чтобы зритель поверил в этот мир. Потому что он довольно яркий, картонный, и нужно было все функционально делать вокруг героя. Круто, в общем-то, павильоны заряжены, съемки вот эти идут. Именно там состоялась вот эта одна из там самых крупных взрывных этих сцен, но на те времена это был самый крупный взрыв внутри помещений. Кто-то утверждает, что потом очень долго не могли еще потушить то, что там произошло. Да, потому что реально это был, большой бадабум. Вот реально бадабум там произошел. Бум, это я понял. Бадабум. Бадабум. Big bada boom. Большой бум, понятно. Большой бада-бум. Big boom. Big boom. Yeah, big bada boom. Bada boom. Да, большой бум. Boom, big bada boom. И тут же был прикол в том, что, клево, что они снимали весь фильм в Европе все равно, и они параллельно снимали в 9 павильонах в Англии. Было большое количество павильонов. До сих пор даже Бонда не снимают с таким размахом, как снимали они «Пятый элемент». Там реально был вот прямо супер масштабно это все. Как это все срослось, я просто не представляю. Вот чуваков, которые были ответственны за все, чтобы это все как бы потом соединилось.
Был такой козырь, скажем так, для работников индустрии европейской, не только для Бессона, а в принципе для работников всей индустрии, это был шанс себя показать. Ну и вообще, в принципе, Голливуду, сказать заявить, о том, что мы могем. Да, заявить о себе всему миру. Ну-ка. И этот фильм «Пятый элемент», он до сих пор является самым дорогим европейским фильмом в истории кино. Да. Уже в Европе не снимали. Да. Даже «Такси 3». Да. В общем, надо отметить, что с точки зрения актеров, которых подобрал, тоже все было классно, все сложилось, потому что все боялись, европейцы очень боялись Брюса Уиллиса, потому что это звезда американская со своими заморочками и вот это все. Вот. Но он показал себя очень четко, хорошо, понимая, слушая, работая. И, в общем-то, все в итоге подумали, нифига себе, оказывается, и американцы, звезды, суперзвезды могут вот работать профессионально, умеют четко, работать. Профессионально, да. Здрасте. Сказано просто клево. Здесь, конечно, много можно тоже рассказывать про Олдмана, потому что это просто классный актер, классный чувак, который тоже, интересно работает. Но, опять же, вот в документалках, там, которые есть про съемки, очень много говорят, что у них было просто классные взаимоотношения с Бессоном. Да. То есть Олдман просто мог с Бессоном 10 минут трындеть о чем-то, пить кофеек перед дублем, что-то там смеяться. Этот ему показывал какие-то свои мысли, Олдман, как это сыграть, а может так, типа там. И потом просто вот выдавал там на раз-два какое-то количество дублей, которые Бессон говорил, супер, кайф, погнали дальше. Посмотри на мои пальцы. 4 камня, 4 ящика с оружием. 0 камней, 0 оружия! Упакуйте все обратно! Да, он ему доверял на 100%. Да. А Брюс Уиллис, они просто создали для него там такую атмосферу, как будто бы он приехал в Европу потусить условно. Да, тут Жан-Поль Готье его одевает, все европейцы его там холят, лелеют, лучшие отели, вот, и он как бы вроде бы на контракте в фильме, но в то же время и получает новый опыт и живет просто такой турист. Да, турист. В то же время просто турист в Европе. Да, классно, что напомнил про Готье, потому что, опять же, визуальный весь этот мир, да, не состоялся бы без, костюмов героев, потому что, естественно, этот мир должен, и люди должны в нем выглядеть прикольно, необычно. Да. Готье создал, что там, под 1000 костюмов для этого всего фильма. Это реально безумие. В каких-то сценах выделяли тоже съемочная группа, что говорили, мы обалдевали от того, насколько это реально профессиональный чувак, потому что вот им надо зарядить было, помните, эта сцена, зрительный зал, когда они слушают Лава Лагуну, или как ее зовут, в общем-то, и вот надо было посадить статистов, всех одетых прикольно, в какие-то образы, и Готье каждого отсматривал, каждому наводил какие-то последние штрихи, и только после него человек мог пройти в зал и как бы сесть. Очень круто. Очень круто Но тоже вопрос про доверие. То есть понятно, что Готье уже на тот момент был суперизвестным модельером, и Люк Бессон дал ему вот 100% доверие свое. То есть его по факту Готье никто не контролировал. Он создавал образы этих костюмов сам, как хотел. И они договорились, Готье даже сам говорил о том, что окей, на съемочной площадке царь и бог Бессон, а я царь и бог на подиуме. Вот, и поэтому каждый актер должен проходить через меня, а потом входить в кадр. Вспомнил про костюм еще прикольную штуку, которую тоже отмечал сам Готье, про то, что костюм-то Брюса Уиллиса отчасти отсылочка к «Крепкому орешку», в том числе его майка, да, здесь оранжевая. Да, точно. Про то, что он думал, что хочется примерно что-то такое же, да, но по-другому. Я должен это сыграть как-то по-другому, перепридумать «Крепкого орешка» как-то, чтобы он был футуристичный, классный, яркий.
Это очень классно. Такие коллаборации в рамках фильма. Не, на самом деле он вообще, это как будто бы фильм коллабораций. Вот, Да, и реально, да. и прикольно, что они все сработали. Да. Ну, то есть ты думаешь такой, как вообще... Ну, они реально, ну, как бы подружили, поженили здесь всех между собой, да, хотя... Даже Люка Бессона и Милу Йовович. Да, это было важно. В конце, да, чтобы все в конце состоялось. Ну, потому что они на одном языке Да, разговаривали. да. А он говорил о том, что я подбирал девушку так, чтобы я мог в нее В нее влюбиться. Я еще не все просмотрела. Я остановилась на букве У. У — это очень хорошая буква. Очень хорошие слова с нее начинаются. Какие? Упорная. Уязвимая. Ужасно красивая. Мы говорим о том, что все как бы срослось, все произошло классно, но на самом деле в фильме очень много киноляпов. То ли не смотрели на это, то ли кто-то гнал просто и говорил, давайте быстрее. Не, ну это же о том и речь. Когда ты снимаешь в 9 разных павильонах параллельно, соответственно, работает много съемочных групп, все снимают какие-то блоки по сценарию. Это все соединить, это вот про это и говорится, что все соединить очень тяжело, практически невозможно. Ну, чисто, идеально. Ну, чтобы но опять-таки, бесшовно. когда ты берешься, например, за какую-то, ну, историческую драму, ну, и когда там, например, у тебя в сеттинге 19 века костюмы там 15 века или наоборот, ну, это да, это как-то странно. А когда это все равно вымышленный мир, и там вот есть этот пистолет, там, такого он года или не такого, это тоже это настолько неважно. Так вот, в этом фильме как раз-таки для меня тоже вот эти киноляпы, они вообще не важны. То есть даже если они что-то делают, то местами они могут только добавить какого-то интереса фанатов вот в том, чтобы рыскать там, искать что-то глубже, да, находить это и потом говорить, я нашел, да. Честно говоря, в таком фильме даже сценарий не важен. Вот ты просто, ну, реально, тут такой он... Так а тот и сценарий никакой, такой, ну, да. типа... Вот, ну ты просто смотришь, тебя действие захватывает, и то, что происходит в кадре. Да, это визуальное кино. О, нет. Держись за что-нибудь. Вот. Ну и, опять же, наверное, можно сказать, что фильм стал действительно успешным. Он собрал хорошую кассу, он собрал там 260 или сколько-то миллионов долларов. Естественно, он окупился. Люк Бессон взлетел еще выше как режиссер, естественно, уже, который стал известным на всех, как бы на всей планете. И интересная еще история в том, что у Бессона, вот потом, как бы, если смотреть его тоже фильмы, то прием, который он как бы использует здесь, вот эти разные персонажи, человек, да, и вот эта супер идеальная девушка, которая говорит на тарабарщине, это, в принципе, его как бы тоже любимый ход в кино, когда он совмещает двух прямо несовместимых, казалось бы, персонажей, и вот их потом, ну, эти все перипетии с ними, как раз-таки интересно наблюдать, да, что в Леоне они очень разные, ну, просто два мира пересекаются, кажется, вообще, ну, как бы, буф, да, просто врезались абсолютно разных два мира. Ну, вот... Мне кажется, он еще в «Голубой бездне» это подчеркнул, там как раз-таки два вот этих нырячка, Жан Рено, и второй они тоже. Как два таких несовместимых элемента. И они как бы даже из двух таких разных, ну, миров социальных. Да, в том числе. И вот, наверное, он, действительно протягивает сквозь всю свою карьеру. Да, ему это нравится, и очевидно, что это работает. Он реально, ну, как бы это испробовал, много раз, потестил, и как бы и круто складывается. Поэтому, не знаю, любимый всеми фильм, мне кажется, «Пятый элемент», про него можно говорить только какие-то позитивные слова. Меня он, вот как бы разбирая его, зацепил именно с точки зрения визуальной. Потому что, слушая вот эти все истории, читая про то, как подходили к этому всему с деталей, ты начинаешь это по-новому, что ли, ценить. Да? И реально это фильм, который потом можно пересмотреть и ценить за то, как он был вот в этих деталях сделан, как это будущее
было действительно, ну, как бы из каких-то просто набросков, да, там, и каких-то мыслей, вспышек в голове Бессона реализовали и превратили в то, что, ну, как бы, не знаю, то, что мы любим и то, что нам нравится. Фильм прекрасный, я его с детства смотрю, постоянно, была видеокассета, супер мне нравятся определенные моменты, особенно разборка в этом холле финальном, начиная с песни жены Люка Бессона. Ну, тоже такой Стёб, да, нарядил свою жену. Да. Вот. Это бегает вся раскрасавица, жену засунул в этого гуманоида. Да, начиная с этой песни до финала, я постоянно этот фильм пересматриваю. И была такая тема, что в детстве скучно было интродакшн этого фильма смотреть, сейчас тоже было скучно. Но как только Брюс появляется в кадре, все, этот фильм полностью он захватывает своей харизмой, и это супер классно. Брюс Уиллис на все 100%, который нужно любить и смотреть. Вот, поэтому «Пятый элемент» супер советуем. Если кто-то не смотрел, супер завидуем вам. Смотрите, и это супер классное топовое кино навсегда. Есть, интересно, такие люди, вот, которые могли не смотреть «Пятый элемент». Блин, давайте узнаем. Короче, если кто-то не смотрел «Пятый элемент», утро, вечер, день, ночь, всегда можно посмотреть. Грустно, весело, всегда работает. Мудрее не станешь, но кайфанешь.